страх – это приобретенное чувство. Ребенок рождается без страха. Посмотрите на ребенка. Он ничего не боится. И только потом родители ему говорят: это не делай, то не делай, туда не иди, сюда не иди. И он начинает постепенно бояться. Но ребенок рождается без страха. Страх появляется потом. И в основном это страх на вещи, которые представляет наш мозг. То есть это виртуальные страхи. Страх, что меня с работы уволят, что от меня уйдет муж, что-то случится со мной, там, я заболею и так далее. Вот это все страхи, которые совершенно нереальны, их не существует, но они притягивают к нам все вот эти неприятности. Поэтому наша цель – избавиться от этого виртуального страха. Это все продукт нашего мозга, который хочет нас уберечь от каких-то опасностей. Поэтому все время повторяйте своему мозгу: для меня это безопасно, мир меня любит. И у вас сразу повышается вибрация от одних только этих слов и мыслей. Поэтому все время следите за собой. Как только вы почувствовали какой-то страх, что я не смогу там что-то сделать, что у меня что-то не получится, говорите себе слова, которые вас наполняют, которые вас окрыляют, что я все могу, у меня все получится, Вселенная помогает мне, мир меня любит, и мир мне помогает. Мои ангелы всегда со мной. Я все могу. Я все могу. Я могу жить в своем предназначении. Я живу в своем изобилии. Причем говорите уже в настоящем времени. Живите сейчас. Живите сейчас в этом состоянии, убирая страх, потому что страх – это не ваш страх. Это просто продукт функции мозга. Ему нужно работать, выполнять свою работу и оберегать вас. Поэтому все время ему говорите: мне это безопасно. А мне можно жить так. Мне можно жить так, как я хочу. Мне можно заниматься своим любимым делом. Мне можно богатеть, мне можно иметь счастливые отношения. И записывайте себе эти эмоции, как будто они уже у вас есть. То есть страх не должен вас останавливать. Как правило, страх нас останавливает. А это и есть решетка мозга. Этот страх вызывает сопротивление. Вот. Посмотрите на ту схему. Да? Страх находится очень близко к смерти. Страх – это очень негативная эмоция. И мозг, он всегда бессознательно находится в этом состоянии. Ну, практически всегда. Следите за собой. Так, я сейчас что испытываю? Как я себя чувствую? У меня есть хоть какое-то чувство страха? Хоть какое-то чувство страха есть у меня? Чего я боюсь? Чего я боюсь? Представьте себе этот страх. На самом деле он очень маленький, можно легко от него избавиться, сказать: да это же просто вымысел, этого нету. И страх сразу же исчезает, он лопается, как мыльный пузырь. Когда эти страхи лопаются, как мыльные пузыри, вы открываете перед собой двери возможностей. Столько много возможностей перед вами открываются, и вы можете свободно, легко, без всякого страха, без всякого сопротивления идти туда, куда зовет вас ваша душа. Следите за своим состоянием, и если вы находите страх, представляйте, как он лопается, как мыльный пузырь. Делайте эту практику каждый день. И постепенно вы научите свой мозг думать по-другому. Он станет более позитивным, он избавится от этого страха, потому что вы станете осознанными, и он перестанет уже создавать такие мысли на автомате.
сделайте эту практику. Назовем ее мыльный пузырь. Мыльный пузырь страха.